Всех приветствую на канале Бенди Крипто, меня зовут Никита Грейм Бенди, и в этом видео мы с вами поговорим про рынок криптовалют, про Дональда Трампа, что он там обещал, делает ли он свои обещания, и много сегодня интересных новостей разберем. Поэтому заранее поставьте видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Начнем с того, что Трамп на своих инаугурационных речах не упоминает криптовалюту. Вообще, вот после того, как он стал президентом США, он выступал там на разных конференциях и ничего не говорил про криптовалюту. Вот вчера была конференция, он сказал про свой токен, что ну да, там это мой токен, но я много про него не знаю, типа я знаю, что его запустил и все. Как бы дальше я там не знаю, что происходит. Из-за этого токен Трампа у нас упал. Но не важно, что он говорит, важно, что он делает. Смотрите, это портфель World Liberty, его компания. Они жестко тарят эфирчик. Прямо сейчас на ваших глазах. Just now. Видите? Тарят эфирчик. И вот эфирчик падает на баланс. Вот потихоньку там на $1000. Туда-сюда. Вот один эфирчик упал на баланс. Еще один эфирчик на баланс упал. Они сами переводили между собой. Ну вот с какого-то кошелька эфирчик упал. Возможно, кошелек биржи. И видите, у них постоянно идет затар эфиром. Постоянно. Посмотрите на токен Balance History. Совсем недавно они купили эфиры на $47 миллионов. 47-й президент США, $47 миллионов эфирчика, пожалуйста, залетает в портфель. Посмотрите, большая часть портфеля находится в эфире. Не Solana, не BTC, именно эфир. Solana и биток они тоже покупают, но большая часть портфеля у них находится в эфире. И ходят слухи о том, что Трамп собирается запускать какой-то свой проект на эфире. Поэтому я лично эфир держу L2 на эфире, держу DeFi токены на эфире. И вам советую тоже этого придерживаться, потому что если президент США начинает тарить эфирчик, кстати, недавно еще свои токены в стейкинг закинул, это тоже говорит о многом, что он начинает там движуху всякую делать в крипте. Поэтому на эфир стоит 100% обращать внимание. Лично у меня ставка в этом цикле на эфир, не на Solana, не на еще там на биткоин, а именно на эфир. И я ставлю точно на эфир, у меня большая часть портфеля в эфире и экосистемных токенах на эфире. Поэтому время рассудит, кто был прав, а кто был виноват. Поэтому вот вам пример, что Трамп тарит эфирчик. Несмотря на то, что он про эфир ничего не говорит, он говорит там вот биток там, ну, раньше до инаугурации говорил, что вот там биток, все хорошо, сейчас про биток ничего, но он делает действия и тарит эфирчик. Перейдем дальше. В своем телеграм-канале я выложил вот эту вот новость, если что, ссылочка на Bendy Gang в описании, обязательно подписывайтесь, ведь тут выходит топовая информация по криптовалютам, я стал теперь писать более длинные посты, вот такие вот посты, про мемкоин пост написал, поэтому если вам интересно получать полезную информацию, то Bendy Gang, ссылочка в описании, переходите, обучайтесь и развивайтесь вместе с нами. Основателя Silk Road выпустили на свободу. Этот чувак создал marketplace, где можно было биткоинами покупать разные вот такие вот вещи. Не буду их озвучивать, чтобы YouTube не дал мне какую-нибудь там плохую монетизацию, либо забанил мое видео. Ну, короче, там можно было покупать разные вещи, типа даркнета такого. Я вот расписал тут пункты. Он способствовал росту криптовалюты, принятию криптовалюты, потому что там было все, оплата была в биткоинах, и поэтому люди разбирались, как работает биткоин. В то время биткоин сильно рос. После того, как его посадили, он, конечно же, упал, но не суть. Факт в том, что он типа поспособствовал развитию криптоиндустрии, и Трамп решил такой, ну-ка я его отпущу. И отпустил. После этого токен Торн взлетел на 164%, пожалуйста. Вот на момент записи видео он чуть корректируется, но после освобождения, и, кстати, еще вышла инфа, что сняли санкции с Tornado Cash, токен Торн, там, где происходит у нас миксер, короче, отмываются деньги, анонимный сервис, где вы можете отправить свою транзакцию, ее там смешают, и она потеряется, и вас не смогут отследить, поэтому с этого сервиса тоже сняли санкции, и на этом токен Торн у нас отреагировал бурным пампом до цены в $20, с цены 8. Неплохо так. Можно было заранее об этом подумать, потому что Трамп обещал его освободить. Можно было где-нибудь здесь зайти в позицию, подождать и на таком пампе выйти. Но я это не предусмотрел, поэтому я на этом пампе ничего не заработал, но вот такой вот вариант заработка был. Опять же, Трамп обещал освободить, Трамп освободил. То, что он выполняет свои обещания, это очень классно. Он потихоньку выполняет обещания, которые он говорил про крипту. И впереди нас еще очень много всего ждет. И не будет все за один день. Вот даже CZ недавно писал, что все ждут, что вот за один день все изменится. Нет, на это нужно время. Новый закон подписать. Уже новый закон подписывается. Допустим, недавно был издан закон о том, что SEC должны составить новую структуру, которая будет заниматься крипторегулированием. Вау, это круто, потому что наконец-то будут четкие понятные правила для людей, для инвесторов, для проектов, которые смогут им следовать, для того, чтобы легально работать и зарабатывать деньги, чтобы криптовалюта дальше развивалась. Поэтому Трамп свои обещания выполняет.
Не будет пампа за один день, не будет, просто ждите. Лично я докупаю постоянно альты в свой портфель и буду дальше докупать, пока дают возможность, пока доминация BTC находится на хаях, надо покупать, потому что альткоины крайне недооценены по отношению к биткоину. Вот, у нас доминация пробила нисходящее сопротивление и закрепляется выше. Это не есть хорошо для альтов, потому что если мы обновим вот этот пик на 60%, то можем вполне и дальше пойти, и альтам будет очень больно, потому что ликвидность будет перетекать в биткоин. Особенно если какой-то слушок пойдет о том, что Трамп вот подписал закон о BTC резерве, биток просто, он улетит. Он улетит, вместе с ним улетит доминация, и альтам может быть очень больно. Поэтому по доминации у нас пока что ситуация неоднозначная. Пока что мы все равно на нисходящем тренде, мы не обновили этот пик, но у нас идет закрепление выше уровня сопротивления, и мы можем вполне пойти выше. Поэтому у нас еще есть какое-то время, чтобы накапливать альты. Да, сколько можно, там уже 3 года идет это повышение доминации, но ребята терпеливые забирают трофеи с этого рынка, поэтому нужно ждать и нужно смотреть в долгосрок, а не вот сегодня-завтра заработать. Если вы пришли в рынок, чтобы сегодня-завтра заработать, вы все деньги оставите в этом рынке, потому что те, кто приходит сюда для быстрого заработка, они в основном теряют бабки. Окей, это мы уяснили. Что у нас по биточку? Я уже много раз говорил, давайте сейчас еще предоставлю скриншоты, пруфы о том, что я говорил, что мы пойдем выше. В прошлых видео можете посмотреть, что люди писали в комментариях под моими видосами, когда я говорил, что мы идем дальше вверх. Они такие, вот биток уже 94, 89, все, медвежка началась. Ну, началась, как вы видите, биток на хаях. Новый хай поставили на отметке 109 и растем дальше. Я писал пост 15.01 о том, что у нас есть наклонный уровень сопротивления, и что если мы поднимаемся выше этого наклонного уровня сопротивления, закрепляемся на отметке 103 тысяч долларов, то мы идем дальше вверх. Вышли, закрепились, пошли дальше вверх. Все. Вот я писал, бычка не закончена. Я не знаю, тут, нету ссылки на этот пост, или может есть, нету. Короче, там, где люди писали, что вау, все, бычка закончена. Вот эти вот видосы, бычки не будет, скоро Трамп запамятит криптовалюту. Просто перейдите в комментарии, посмотрите, что люди писали. Ладно, хомяков не исправить, им ничего не доказать, они не видят цифры и факты, поэтому это их проблема, и благодаря им мы зарабатываем, поэтому спасибо вам. Опять же, биточек у нас идет вверх. Какие цели по битку у нас могут ожидать в ближайшее время? Я поставил себе такие таргеты, исключительно основываясь на свечах. У нас первый таргет это 111 тысяч долларов, что мы в принципе к нему подошли, у нас отметка вот 109 был, новый пик обновлен, то есть мы в восходящем тренде, у нас раз повышение максимум, два повышения максимум, мы в восходящем тенденции идем. Поэтому 111 тысяч долларов это первая цель, локальная цель. Дальше у нас цель идет 119 тысяч долларов. Опять же, я говорю, что биток идет на 120, но до 119 он дойдет с очень огромной вероятностью, потому что это, опять же, по свечам, если смотреть, брать, ставить наклонку, давайте я вам покажу, как я это делаю. Опять же, это не какой-то там супер-мега-тех-анализ, это просто лишь вариант, куда цена может прийти. Чуть-чуть не дошли, я брал, походу, по-другому, давайте-ка по-другому возьмем, смотрите, возьмем отсюда, от самого-самого пика до самого-самого лоя, вот так вот, где у нас был проливчик, вот так вот. Так, бам. И у нас как раз она покажет отметку 119 тысяч долларов. Вот так вот я мерил, то есть просто по свечам, по тени свечи. Опять же, это лишь примерно, куда может пойти цена. Я ожидаю биток, в принципе, около 120 тысяч долларов. Если примут BTC резерв, то, ребятки, мы полетим, в стратосферу мы полетим. Также есть логарифмический график, давайте я вам открою его, покажу, как это работает. По логарифмическому графику у нас есть трендовая, давайте откроем дневку, чтобы было удобнее видно. У нас есть трендовая с прошлых пиков. Но она, в принципе, идет, знаете, откуда идет? Она идет вот отсюда. Можно ее продлить. Ну, вот эти пики, они соединяются. Давайте ее нарисуем, ставим тут точку на этом пике. И продлеваем до вот этого пика, то есть 2017 год, 2021 год. И у нас есть такая вот трендовая, вот она красненькая, давайте ее выделим каким-нибудь другим цветом. Допустим, вот таким цветом. Отметка по BTC, где нас может ожидать биточек в этом цикле, если смотреть по логарифмическому графику, это отметка 260 тысяч долларов. 260, 270, вот, 250, короче, вот в этом диапазоне, куда-то сюда, биточек может вполне реально прийти. Почему нет? Это логарифмический график. И вот сюда, куда мы можем вполне спокойно прийти, особенно если примут BTC резерв. Майкл Сейлор покупает BTC, недавно они купили 11 тысяч биткоинов. Фонды накапливают BTC, Дональд Трамп покупает BTC, создается благоприятная регуляторика криптовалют. Почему биток туда не может улететь? Для меня лично нет никаких сомнений, что мы сюда можем прийти. Но я бы надеялся, консервативные цели пока что ставил на 118-119 тысяч долларов. Это такая консервативная цель. Дальше будем смотреть по ситуации. Опять же, мы в бычке, в восходящем тренде. Нету ни единого намека на медвежку. Поэтому пока что мы находимся в бычке в ближайшие несколько месяцев точно. Дальше будем смотреть по ситуации.
Эфирчик у нас. Виталик Бутерин там говорит, что вот мы там собираемся что-то делать, менять структуру, но пока что эфирчик у нас выглядит очень вяло по отношению к биткоину. У нас находится в нисходящем, локально нисходящем тренде, но мы торгуемся возле наклонного уровня сопротивления. Чем больше касаний этого уровня сопротивления, тем выше шанс пробива. Если мы пробиваемся, то мы идем на отметку около $4000. Потом дальше посмотрим, куда идем дальше. Но опять же, этот уровень мы $4000 очень много раз касались, поэтому 4 даже 100. Еще одно касание может привести к пробою этого уровня и отправке нас в отметки 7-8 тысяч долларов и даже выше. Вот такие цели у меня по эфиру. У меня есть отдельное видео по эфиру, можете посмотреть, что я жду в этом цикле. Окей, что у нас еще? Давайте посмотрим у нас Total 3 Market Cap, за исключением BTC и эфириума. Что у нас тут вырисовалось? У нас есть такой вот график. Это у нас Total 3, то есть рынок криптовалют без учета эфириума и биткоина. Мы находимся ниже прошлых максимумов 2021 года. То есть мы даже не на пиках 2021 года. Денежная масса растет, денег становится больше. Мы должны обновлять прошлые пики, потому что активы дорожают, а деньги, они обесцениваются. И мы как минимум даже не находимся выше прошлых пиков. Вот мы коснулись, точнее чуть-чуть закололи эту отметку и вернулись обратно. И вот было еще раз второе касание. И опять же третье касание. Обычно чем больше касаний, тем больше шанс то, что мы пробьем уровень. Сейчас мы вышли из треугольника, сделали ретест, то есть вышли, подтвердили, и дальше у нас идет поход вверх. Лично мое мнение, я могу ошибаться, я не знаю будущего, никто не знает будущего. Если кто-то говорит, что он знает, что 100% будет дальше, он, знаете, он пиздобол. Не знает никто будущего. Вот. Даже Дональд Трамп не знает будущего. Но он делает будущее. Это важно делать. Поэтому я жду отметки выше. Цели у меня по капитализации Total 3 нету. Я ориентируюсь на Total капитализацию. Это капитализация уже всего крипторынка. Тут у нас очень такая буллиш ситуация. Мы вышли за отметки 2021 года, благодаря тому, что биткоин у нас растет, и закрепились выше, сделали ретест этого уровня, вышли, сделали ретест, закрепились, и идем дальше. Отметки, на которые мы можем ориентироваться. Я, кстати, вот недавно своим ребятам из закрытого сообщества давал информацию, и если вы хотите, то можете тоже вступить в закрытое сообщество. Ссылочка на него будет в описании. Поэтому вступайте, там очень много полезной информации, курсы по трейдингу есть, все, что вашей душе угодно. Давайте возьмем вот 2017 год. Берем линеечку и будем мерять не от самого дна, потому что на дне никто не покупает. Возьмем вот отсюда, да? Сколько у нас процентов роста? 900. Ну, косарь, обновляем косарик процентов роста, да? Идем у нас 21 год. Это у нас опять же Total Market Cap, капитализация всего крипторынка. Давайте тоже где-нибудь возьмем. Вот у нас был ковид-краш 2020 год. Давайте вот отсюда где-нибудь после ковид-краша, если там не боялись, покупали. Сколько у нас? 1500. Нет, слишком много. Давайте возьмем куда-нибудь вот отсюда. Еще чуть-чуть попозже. Опа, тоже у нас сколько процентов роста? 900. Ну, 900% роста. Короче, суть не меняется. Тут у нас около косаря, тут у нас 900. То есть каждый раз рынок криптовалют в среднем вырастает на 1000-900%. Это не от самого лоя. Не от самого лоя. Берем у нас текущую ситуацию. Куда мы можем улететь, если у нас рынок даст 900% роста? Окей, берем тоже не от самого лоя, берем где-нибудь вот здесь вот и смотрим. 800% давайте, даже 900%. Куда нас может отправить? На отметку 10 триллионов долларов. 10 триллионов долларов по крипторынку. 9-10 триллионов долларов по крипторынку. Почему нет? Это вполне реальная цель. То есть с текущих мы можем еще дать, знаете, какой рост по всему крипторынку, по всему. На процентов вот 180, вполне можем дать 190% роста по всему рынку, то есть весь рынок вырастет. Это какие-то альты там дадут 10-20 иксов, какие-то 3-4, но в целом рынок у нас может вырасти до десятки. Я в это вполне верю, но я ставлю консервативную цель 8 триллионов долларов вот куда-то сюда, то есть не доходя до десяточки, вот сюда я ставлю свою цель примерную на 8 триллионов плюс-минус, потому что все-таки стоит немножко занижать свой риск-аппетит, что если вы хотите зарабатывать на этом рынке, потому что бабки тоже нужно вытаскивать. Я лично вытащу бабки из рынка, когда мой портфель перевалит отметку 10 иксов, то есть вот на мой портфель сделался 10 иксов, у меня портфель тогда перевалит за 100 тысяч долларов, мне этого будет вполне достаточно, я заберу эти деньги спокойной душой и пойду на отдых, больше сюда деньги не закину в ближайшие несколько лет, потому что потом у нас будет медвежка. Несмотря на то, что Трамп там пришел, позитивная регуляторика, также говорили в прошлых циклах, все, мы там идем дальше, на биточек там нас на 200, на 300к, но в итоге биток до 69 дошел и спустился вниз. Поэтому как бы стоит бабки забирать с этого крипторынка. По альтам все у нас отлично, большинство альтов находится у нас по-прежнему в накоплении,
Поэтому еще не поздно покупать, я покупаю. И, кстати, совсем недавно я решил запустить такую услугу, как персональная помощь с подбором портфеля. Я уже давно в рынке, посмотрел тысячи подкастов с людьми, которые в этом рынке заработали не 1 миллион долларов. Каждый день обучаюсь, читаю статьи, поэтому моему опыту можно доверять, потому что он основан на опыте других профессиональных участников этого рынка. Поэтому, если вам нужна персональная помощь с подбором портфеля, где мы с вами созвонимся, обсудим ваши риск-аппетиты, какие у вас цели, то мы вам подберем отличный портфель, и это все будет по максимально доступной цене. Если вам интересен такой вариант сотрудничества, то можете спуститься вниз, там появится новая ссылочка, персональное сотрудничество, портфель на заказ, что-нибудь такое, короче, туда переходите, там будет подробная информация о том, как со мной связаться, чтобы я помог вам составить портфель, и чтобы вы заработали на этом бычьем рынке. Хотел сделать видос покороче, но получилось как всегда, надеюсь, была эта информация очень для вас полезна, я для вас стараюсь. Практически каждый день выпускаю видео, вчера не выпускал, но зато сегодня я выпущу 2 видосика, у нас сегодня еще листинг NotPixel, тоже поделюсь информацией, как торговать на DEX-биржах, потому что многие новички этого не понимают. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ставьте там видосику лайк, чтобы он продвигался, смотрите мои прошлые другие видео, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!